Друзья, всем привет! Давно не виделись, было много всего интересного у меня. Я немножко выпал из жизни, ездил к индейцам, познакомился с их традициями, охотились за бизоном. В общем, было много работы, но я понял в конце концов, что я очень по вам соскучился. Видео будет такое немножко необычное, потому что я с одной стороны расскажу, как и обещал, о паранойи американцев, о том, как мне тяжело на этой земле обетованной и свободной живется в своем вене, который должен дарить эту самую свободу. Но с другой стороны, чтобы немножко разнообразить этот выпуск, я сделаю обзор своего автодома номер 2, то есть вторая часть, в котором я расскажу об изменениях, улучшениях и каких-то дополнительных ништяках и примочках, которые я, сделал в своем автодоме уже после того, как начал путешествие. Ну, а те, кто, друзья, видит меня на этом канале первый раз, вам особенно привет, меня зовут Вано. Я купил себе свой вот этот вот вен и, езжу по штатам. Моя цель посетить все 50 штатов, в каждом побывать во всех интересных местах и рассказать об этом вам. Yes. Maybe that's why you're here. No, wow. Yeah, what's up, man? How you doing, man? My name is Alex, man. Nice to meet you. Приезжайте в Северную Дакоту. Любовь во всем вас. Дякую всем вас. Американцы, наверное, из всех, кого я встречал, самая параноидальная нация. И сейчас объясню почему. Вот простой пример. Только что я припарковался у обычного мола и пошел забирать свой заказ из Амазона. В моле там есть точка доставки UPS. И женщина, которая, наверное, где-то около 50 лет, такая спросила: а это твой вен там стоит на улице? Я говорю, да. А у меня на вене установлен Starlink. И ее вопрос был очень характерным. Okay. Scan it in. Alright. Oh, is that your van out there? Yeah, I was just waiting for it to arrive. What's the deal? Does it scan neighborhoods or something? I mean, I noticed that you... Oh no, this is just internet, like Starlink. Oh, okay. I'm like, what? У нее слышалась тревога. И американцам действительно постоянно что-то мерещится. И на это есть много разных причин и проблем. Давайте расскажу о них вкратце. Начнем с самого большого апгрейда, который я сделал после покупки вена. Это с замены солнечных батарей. Одна из панелей начинает работать плохо, она тянет за собой все остальные панели, и то есть все панели, вся система начинает работать по самой худшей. У меня в последнее время наблюдались очень сильные просадки. Это все протестировал, понял, где у меня узкие места, и поменял. Вместо двух гнущихся старых панелей и одной треснутой после града я поставил вот две новые 100 ваттки. Вместе с ними также решил поменять и контроллер. Контроллер был старый и тоже работал очень плохо с этими литиевыми батареями. То есть он поздно включался, рано выключался и, в общем, плохо их контролировал. И при этом он еще сам жрал много энергии на поддержку себя даже вот в спящем режиме. Ну вот такое получилось. Вот моя вся система тут. Основные две вещи. Это инвертор, чтобы из постоянного тока в переменную 110 вольт. И вот этот вот контроллер. Вот он стоит. Здоровый такой, старый. С аналоговым таким дисплеем. Который уже работает не очень эффективно. Буду менять на вот такую вот современную штучку. Так, подключается здесь все очень просто. Плюс-минус с батарей солнечных и плюс-минус на аккумуляторы, которые стоят тут. Я сейчас все отсоединил и буду вытаскивать весь контроллер. Вот и все. Вот он, здоровенный. А вот новенький должен стать как-нибудь очень просто. Вот типа такого что-нибудь. Вот он встанет сюда и будет тут никому не мешать. Ну вот, новый контроллер уже поставлен. Как он выглядит. Маленький, компактненький, очень удобный и продуктивный. Будем собирать все теперь в кучу. Вот, ребят, посмотрите, в реальном времени у меня открыта программа, которая подсоединена к контроллеру, к моему солнечному новому, и видно, что вот сейчас у меня 12 часов дня, умеренно солнечно, и вот выдает почти 40 ампер прекрасного заряда, то есть это не предел,
у меня выдавало под 50 в идеально солнечные дни, когда солнце было прямо перпендикулярно батареям. Но и даже это, я считаю, очень хороший результат. Тем более, что все можно контролировать и настраивать батарею. Теперь я могу прямо отсюда, а не кнопочками из старого контроллера, как это было раньше. Самое первое. Американцы — это очень капиталистическая страна. Значит, все, что делает деньги, будет продвигаться. Новости делают деньги, потому что новости — это реклама. Какие новости самые популярные, самые цепкие? Те, где постоянно что-то происходит, кто-то на кого-то напал, застрелил, ворвался в дом, ограбил и так далее. Это постоянно крутится, люди постоянно это смотрят, адреналин, эндорфин. Но при этом у людей создается впечатление, что за ними следят, что в их дом могут ворваться. Кстати, от этого же и реклама на продаже оружия в том числе, да? То есть людям постоянно вот эти вот образы того, что вы не защищены, что постоянно с вами может что-то случиться, таким же образом через новости толкает к покупке оружия. А здесь свобода слова, демократия, и можно говорить все, что угодно, а значит, можно говорить только о том, что плохо, в основном, чтобы держать зрителя, потому что слушать, как все хорошо, и как ничего не происходит, никто не будет. Так, ребят, купил себе вот такую вот вещь. Это новая кожа на руль, которую можно самому пришить, и будет очень красивая оплетка. Поэтому покажу, как я это делаю. Мне это дело очень нравится, я что делаю не первый раз. Вот моя старая кожа на руле, я ее всю должен отрезать, снять, и потом буду новую уже сюда заплетать. Ну, а вот так вот я делаю оплеточку нового руля, новой кожи. И вы видите, что уже получается. Вот осталось совсем чуть-чуть тут. Остальное все уже готово, будет как новенькое. Вот так вот по стежочку делаем весь руль. Ну и вот конечный вариант. Вот такой вот руль. Как новенький. Что думаете? Друзья, что-то давно я не выкладывал ролики о своих путешествиях. Все рассказываю, что-то рассказываю. Короче, в следующем выпуске я вам сделаю ролик о моем визите к американским коренным жителям-индейцам, где побываю у них на фестивале Пау-Вау. Покажу и расскажу, как они там танцуют, веселятся, какие у них костюмы, перья, в общем, все дела. Это все натурально, никакой постановки. Поохотимся с вами на буффало, то есть на бизонов, на американских. И покажу вам американское родео в своей первозданной, так сказать, натуральной красоте, не шоу, а именно как спорт. Так что никуда не уходите, будет много интересного. Вторая проблема историческая. Исторически война севера и юга, Америка против Англии, Франции. Штаты между собой постоянно конфликтуют. И у них были как вот внутренние враги между собой, север и юг, так и внешние враги. Поэтому они всегда как бы на чеку, всегда еще. То есть это же было недавно, там сколько там, 150-200 лет назад. Не так много поколений сменилось, и все это передается из поколения в поколение. А здесь люди очень традиционных, консервативных ценностей, большинство американцев, поэтому предание свежо. Еще один очень интересный и необходимый гаджет, который я себе прикупил в дороге с Веном, особенно если у вас не 4, а 6 шин, и следить за давлением каждой из них очень тяжело, а хочется быть уверенным, что нигде ты не напоролся ни на гвоздь, и проверять каждый раз вручную это очень сложно. Поэтому на всех шинах у меня установлены вот такие вот, сейчас покажу, датчики на каждой. Они с батареечками, которых хватает примерно на год. И все это дело ведет вот к такому вот устройству. Сразу можно посмотреть давление каждой из 4 шин. Ну, на 6, конечно, не хватило, но 4, по крайней мере, задние 2 внешние и передние 2 тут показаны. Также показана температура. И, допустим, при езде передние шины нагреваются быстрее, чем задние. То есть тоже я могу скоррелировать температуру и давление, чтобы убедиться, что все у всех в порядке. С другой стороны, у нее солнечная панель, батарея, поэтому его даже заряжать не надо. То есть его вставляешь вот так вот в лобовое.
И оно просто от того, что оно тут сидит, оно заряжается. То есть тут можно подзарядить иногда, когда бывают облачные дни, тут есть порт, можно заряжать, но и без этого хватает, когда есть солнце. И классно то, что не обязательно даже следить постоянно за этими цифрами. Если тут можно настроить, давление падает до определенной цифры, то он сам будет давать сигнал аудио, предупреждение, что давление упало. Третий момент, который исходит, в принципе, из второго. Сейчас как никогда Америка разделена вот реально 50 на 50 на два лагеря. Республиканцы, демократы. И вот эта вот постоянная борьба и накал страстей в телевизоре выливается в то, что люди между собой перестают доверять друг другу. Они не знают, из какой ты партии. Друг ты им, враг ты, может, ты ищешь какие-то компроматы, может, тут что-то под них копаешь. И вот это вот, опять же, насыщенность через телевизор и через все социальные источники информации, social media, подогревает паранойю. Очередной апгрейд в дороге. Если кто не знает, вот что это такое, это память оперативная для ноутбука. У меня ее стояло 16 гигабайт, 2 по 8. К сожалению, для обработки фото и видео этого критически мало, поэтому я заказал себе 32 гигабайта, 2 по 16. Вот и сейчас буду менять, покажу вкратце, как это происходит. Самое первое, что мне понадобится, это маленькие отверточки. И вот такой у меня есть прикольный набор. Откручиваю такие вот мелкие, вы видите, шурупы. Со всего ноутбука нужно их снять. Следующий этап, вот я открутил все шурупы, поддеваю ножиком по краю и можно открывать корпус. Вот так вот он выглядит. Я думаю, все или многие из вас уже видели и знают в ноутбуке все, что где находится, но давайте я просто покажу две основные вещи, которые можно обычно менять. Значит, вот у нас две планки памяти, их я буду менять. А вот здесь два слота под жесткий диск и батарея. Вот прежде чем что-то вообще менять, всегда отключаем питание от батареи, чтобы не было каких-то статики, замыкания, чего-то остального. Батарею, кстати, тоже можно легко менять. Со временем, конечно, они изнашиваются, поэтому я себе первым делом, когда купил этот ноутбук, я его купил бэушный и за смешные какие-то деньги, там $300, iCore 7 и NVIDIA-вская видеокарта. Но батарея была убитая, поэтому я поменял батарею, и вот сейчас он прям как новенький. Но, естественно, вот все вентиляторы желательно почистить от пыли, чтобы тоже... Следующий этап, надо тихонечко вытащить оперативную память старую. Вот, тихонечко берем с одной стороны, поднимается и вытаскивается. Раз. Тут 8 гигабайт, но этого мало. Раз. Два. Вот она сама выпрыгивает. Еще 8. А вот новенькие 2 по 16 модуля. Просто вставляем и нажимаем вниз. И он сам защелкивается. Все. Не нужно какое-то время менять ноутбук. Потому что даже новые дорогие ноутбуки, я очень мало ноутбуков видел, которые относительно дешевые, но при этом у них там больше 16 гигабайт памяти. Как новенький, только старенький. Ну что, давайте включим и проверим. О, зажегся. И вот, пожалуйста, он загрузился. Только вверх ногами. Но это нормально. А почему вверх ногами, я вам сейчас покажу. Четвертый момент. Как я уже говорил, американцы, они капиталисты. Капитал означает материальные ценности, которые надо где-то хранить, которые могут украсть, которые могут представлять какую-то ценность, то есть для остальных. Соответственно, опять же, через медиа, через продажу оружия в том числе, но также и продажа, здесь очень популярно, разные приложения, разные устройства для слежения. То есть мой дом, моя крепость, да, вот у них такое. У них, если вы знаете, видели много роликов, то есть ты зашел на землю, все, человек может тебя пристрелить, может вызвать копа, все что угодно. Но это хоть и редко случается, но в принципе культура все равно остается такой же. То есть я буду себя охранять всем, чем можно. Я накуплю себе кучу вещей, чтобы оказаться богатым и успешным, а потом я еще накуплю кучу вещей, которые будут эти вещи охранять. Там видеокамеры,
радио, точки. То есть здесь очень много популярных товаров, например, камер слежения, которые не просто мониторят, а которые тебе там будут присылать на телефон всякие там alerts, когда кто-то там переступил или случайно подошел к тебе. В общем, это в головах у них постоянно тоже крутится и рождает вот такую паническую вещь. Вы не представляете, вот просто почему в том числе очень сложно путешествовать на своем вене вот таким образом. Парковаться на парковках где-то возле супермаркетов и так далее запрещено. Почему? Потому что это территория частная, да? То есть она принадлежит торговому центру или кому-то еще. Парковаться на улице возле домов, вроде как это общественная дорога, да? Но при этом ты припарковался, а у них дома везде стоят рядом с дорогой, прямо сразу рядом с дорогой, чтобы выйти и сразу вот зашел в дом. Причем они все без ограждений, чтобы, так сказать, смотрите, какие мы классные, какие у нас газоны, лужайки, вот все налицо. И это рождает проблему того, что они очень подозрительно относятся к тому, кто припарковался к ним рядом с домом. То есть вот это вот постоянно, что фургончик, ага, ФБР, КГБ, там кто угодно за ними следит, еще с такой шпионской антенной, но это явно человек что-то задумал. В те редкие моменты, когда все обработано и есть свободная минутка вечером, я люблю посмотреть какой-нибудь фильмец, расслабившись, и вот как я это делаю. В общем, как я отдыхаю, вот моя кровать тут, и все, что мне нужно сделать, это просто откинуться назад, откинуть свой ноутбук, который вставляется вот в эти крепления сверху, и все. Экран перевернут, достаточно просто включить, и пошло кино. И вот так вот я могу, расслабляясь, отдыхать, смотреть его весь вечер. А когда все закончится, достаточно просто свернуть. Вот такой вот простой аксессуар и лайфхак. Что думаете? Рассказывайте. И у меня было пару ситуаций, когда даже вот не то, что рядом с домом каким-то, а я припарковался на въезде в поле какого-то там фермера. Люди напротив позвонили полиции узнать, что-то подозрительное, вэн припарковался. Не прошло и получаса, как я там оказался. Полиция приехала, помахала мне, спросила: привет, как дела, чувак, там все нормально у тебя? И, конечно, у меня есть права, где я мог бы сказать: ребята, вообще это не ваше дело, потому что я ничего плохого не совершил. Я как бы стою, ну, в принципе, на въезде, то есть это еще не земля этого фермера, это просто дорога. Но во многих случаях, вы, возможно, видели такие ролики, конфронтация с полицией ни к чему хорошему не приводит, тем более, что мне нечего скрывать. Поэтому я спокойно открыл вэн, я спокойно показал им, что вот, ребят, смотрите, я тут просто остановился, чтобы чуть-чуть поработать и заодно проложить маршрут на следующие какие-то точки. То есть ничего опасного я не представляю. И спросил вообще, а как бы что-то я нарушил там или они? Нет, как бы все нормально, то есть никаких проблем. Но вот поступило к нам сигнал о том, что какой-то подозрительный вэн тут припарковался. И еще вот такое вот интересное устройство у меня установлено на панели приборов рядом со спидометром. Как вы помните, у меня очень большие шины, и поэтому, когда едешь, спидометр показывает заниженную скорость. То есть он врет. А вот этот вот девайс, который вставляется прямо в порт машины, его можно настроить так, что он будет показывать реальную скорость. Плюс я еще добавляю там температуру, он может мерить, он может еще мерить расходы и как бы такие вот важные информацию выводить на панель дополнительно к существующим показателям. Так вот, когда ты подъезжаешь к домам, вот на улочке, чтобы припарковаться, спокойной ночью там провести время, если ты это делаешь еще там в районе 8-9 вечера, когда люди еще не спят, они стопудово выглянут из-под занавесочки и начнут за тобой следить, потому что у них будет вот такая паранойя. И если ты там пробудешь еще час, то есть они уже, понятно, спать не пойдут, скорее всего, они будут за тобой дальше следить. Если они видят, что ты остаешься на ночь, то они, как правило, скорее всего, вызовут копов. Потому что, в принципе, то, что я говорил вот раньше, парковаться и спать в машине запрещено, а значит, как бы они имеют на это право, копы, себе постучать ночью и сказать, что давай-ка ты, товарищ, проваливай куда-нибудь на кемпинг-эрия, где
можно за платные деньги поспать, и где, так сказать, ты будешь под присмотром, в том числе, помимо того, что на тебе еще заработают. Я стараюсь до часов 10 вечера быть в обычном парке. Как правило, здесь парки, парковки, все это дело открыто до 10, до 11 вечера. И потом уже после 10 я приезжаю на точку, где я планирую спать. Как правило, после 10 уже все там особо никто там не следит и люди засыпают, потому что рано утром на работу. И тогда никаких проблем нету. То есть люди заснули, я тихонько подъехал. И даже если я там в 7-8 утра уже еще не уехал, то днем, как правило, тебе там никто не будет предъявлять ничего, потому что днем ты как бы многие паркуются. Друзья, рассказываю еще об одном интересном апгрейде, который я сделал для своего вена, чтобы летом защищаться от всяких мошек, комаров и всего прочего. Дорогие решения на рынке, их достаточно много, есть магнитные сетки, есть всякого рода другие варианты, но они, как правило, очень дорогие, у нас здесь они стоят там от 50 до 100 долларов там за штуку на одно окно, поэтому я просто сделал сам, рассказываю, как я это сделал. Значит, что я сделал? Я обклеил периметр своего окна липучкой с одной стороны, купил сетку москитную обычную и вырезал под размер окна и обклеил с другой стороны липучкой, уже липучкой второго варианта. Поэтому все, что мне сейчас надо сделать, это просто прилепить. Сейчас покажу, как я это делаю. Сначала опускаем окно и прилепливаем. Вот начиная снизу, потому что здесь идет угол раз. Два и 3. Вот и все. Цена вопроса 10 долларов. И так у меня на втором окне тоже. Поэтому, если кто-то понравился такой вариант, используйте. Следующая паранойя, которая есть у американцев, она тоже, кстати, происходит из медиа, из фильмов в том числе. Но и, в принципе, из того, что я говорил, американцы очень консервативные, как правило, многие. И они не так следят за новыми какими-то вещами, технологическими, там, за развитием прогресса, если им это не надо. Как бы, большинство из них реально фермеры, которые живут где-то к черту на куличках и ни о чем не интересуются, кроме как там поездить на своем траке, порыбачить, поохотиться, пострелять по банкам, попить вечером пиво. Вот многие так живут, и им эти технологии нахрен не сдались. Поэтому, когда они видят что-то необычное, когда у них сразу в голове там из какого-нибудь фильма шпионского или про инопланетян возникает какой-то кадр, у них сразу включается вот этот вот режим «за нами следят». За нами следят. Уже 2 месяца. Особенно вон тот с усами, видите? Что-то тут не то, это спецагент. Возможно, даже из холодной войны это все осталось, потому что здесь не меньше, чем в странах постсоветского пространства во время холодной войны накручивали о том, что вокруг шпионы, вокруг какие-то там технологические диверсанты, которые за вами следят. И это вкупе с тем, что они не хотят развиваться, не хотят следить за прогрессом и просто очень малообразованы в этом плане, включает и триггерит снова их паранойю. Вот такое вот устройство нехитрое у меня установлено спереди моего вена, и оно показывает, насколько он наклонен вправо-влево, вверх или вниз, вперед-назад. То есть я могу выровнять его, вот просто глядя на эти штучки, очень удобно. Так что стоит копейки, можно установить и быть уверен, что у вас ровный пол. Ну и, конечно, последняя причина, которую я вот так вот вижу, это нагрев в обществе сознания того, что люди, которые не американцы, то есть иммигранты, у которых есть акцент, тоже представляют из себя какую-то опасность. Поэтому, если они видят, что какой-то чувак не американской внешности, или еще если там он с вами поговорил с каким-то акцентом и потом пошел снова в свой вен, или даже не вен, а просто куда-то там что-то от вас хочет, то, естественно, у них сразу возникает подозрение, опять же, кто что. Мы американцы, ясно? Ладно. Какие американцы?
И, допустим, если в отличие от русских, там, белорусов, кого-то еще, славян, когда они видят иностранца, мне кажется, не знаю, как сейчас, вот, ну, раньше так было, то иностранец воспринимается как праздник, как какая-то новинка. О, прикольно, что-то необычное, чувак пришел там, надо с ним поговорить, надо узнать, что да как. То есть это то, чего нам, славянам, не хватало очень долго, и поэтому у нас живой интерес, любопытство и позитив к этому человеку. Здесь наоборот, здесь все уже наелись иностранцами. Если там 20 лет назад, 30 лет назад иностранцы это были кто? Европейцы и латиноамериканцы из Мексики, например, которые приезжали сюда работать, которые приезжали сюда легально по визам, либо нелегально, но опять же все равно культурно и работали, и развивались, и потом легально меняли статус, то сейчас, после там, последних 10 лет, когда прут вообще все, кто может, из очень неблагополучных стран, и люди эти не хотят, не могут, не имеют возможности работать, а занимаются хрен знает чем, в лучшем случае просто получают какое-то пособие, а в худшем случае реально бандитизм и криминал, то, конечно, имидж мигранта сейчас очень сильно пострадал, и это не способствует вот, моему, в том числе, пребыванию здесь. Даже при том, что я уже больше там, 13 лет, и многие вещи уже делаю как американец, и говорю, и веду себя как американец, все равно акцент никуда не делся, и это чувствуется. Вот, ребят, не знаю, как вам видно, только что обновил себе задний бампер пластиковый с помощью баллончика профессиональной краски черной, потому что уже со временем он был настолько серый и покоцанный, выцветший, а сейчас смотрите, как новенький. И заодно металлический вот этот вот для прицепа тоже подкрасил, и теперь прям любо-дорого смотреть. Не знаю, как оно должно держаться, потому что эта краска всепогодная, очень устойчивая и очень хорошо легла. Так что будем посмотреть, как она движется. Но пока вот реально стало очень приятно с таким задним бампером ездить. Что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем то, что очень сложно в Вене находиться и жить вот просто так, на расслабоне, как, допустим, в каких-то европейских странах, наверное, там в странах славянских. Всегда, то есть, ну, понятно, что я уже привык к этому и научился каких-то вещей избегать, научился как-то мириться с этим и спокойно людям объяснять, быть открытым и показывать им, что, ребята, вам нечего бояться. То есть я где-то даже предотвращаю, не довожу до точки, когда люди реально начнут стрематься там и параноить. Я, если вижу, что человек хотя бы там просто нахмурился там и что-то ему не нравится, и я могу с ним как-то взаимодействовать, то есть я ему лучше сам расскажу, все покажу и предотвращу вот это все дело заранее, чем буду ждать, пока он там что-нибудь предпримет или вызовет там полицию. Но, конечно, это все очень печально. Американский консюмеризм, американское потребительство и капитализм делают свое дело, и людей потихонечку сводят с ума. Точнее, достаточно давно сводят с ума, но вот, по-моему, сейчас уже общество на фоне и предыдущих всех, так сказать, событий, и текущей разрозненностью, и политическими кризисами настолько уже вот прямо на точке, что они во всем видят угрозу, во всем видят подозрения. И тут только дай им повод, реально. Вот у меня такое чувство, что еще немножко и будут вилы и факелы. И то, что говорит текущий президент, давайте сделаем Америку снова великой, в этом есть часть правды, потому что американцы, как я уже говорил, очень консервативные, и они не успевают за переменами в стране. И они очень скучают по тем временам, когда это действительно было так. Потому что им самим это тоже не нравится. Это же не то, что я вот иммигрант тут и это чувствую. Нет, американцы друг с другом так общаются, друг к другу так подозрительны. И они не понимают, что происходит со страной, почему, куда это все катится. Им не нравится жить в этом напряжении. И, конечно, они хотят, чтобы все вернулось как было, чтобы были зеленые газончики, приветливые друг к другу люди. И все доверяли и могли спокойно своих детей отпускать на игровые площадки, при этом не параноить и не облепливать их там GPS-трекерами и всякими другими девайсами. Надеюсь, это когда-нибудь произойдет, но в ближайшем обозримом будущем я так не рассчитываю. Так что со всем этим делом
буду как-то жить и мириться, и подстраиваться, да и просто привыкать. Ну, путешествие продолжается, поэтому едем дальше.